Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, кто из нас не хочет быть молодым? И желательно вечно молодым, красивым, чтобы упругость кожи сохранилась до глубокой старости. Иногда думаешь, как жаль, что человеку не дана возможность сбросить старую кожу, как многим рептилиям, и начинать по новой свою жизнь, свою молодость. Когда мы молодые и красивые, подтянутые, мы не ценим это, потому что не понимаем, что это временно нам дано. Когда-нибудь это закончится. Нам кажется, что это всегда с нами. А потом проходят годы, и мы с ужасом для себя обнаруживаем, что постепенно теряется все то, что было в юности, в молодости. Я приветствую женщин, которые сохраняют себя до глубокой старости, подтянутыми, занимаются спортом, следят за своим здоровьем. Они заслуживают уважения. Но не у всех получается это сделать. Во-первых, есть различные причины: болезни, генетический сбой, гормональный сбой. Очень много различных причин, и не всегда лень и безразличие к себе является причиной того, что красота уходит. Ну, как бы там ни было, нужно быть ухоженной женщиной, следить за собой. Однако я вам хочу раскрыть секрет. В магии есть много способов скинуть свою старость, омолодиться, перетянуть молодость. Это уже такое черные дебри. Не стоит этого делать. Не советую. Это морально неправильно. Потому как все-таки никто не обязан брать на себя твою старость. Но бывали случаи, когда я учила женщин это делать. И я скажу, в каких случаях. Например, бывали случаи, когда любовница мужа или вторая жена мужа, которой он ушел, настраивала его против его детей, угнетала, унижала эту женщину, доводила до слез, издевалась над ней. И хотя она никак не мешала их семье, и очень гордый человек, чтобы туда лезть, она вычеркнула его из своей жизни, но поскольку их связывали дети, все же ей нужно было иногда выходить на связь ради этих детей, да, поскольку он отец этих детей все-таки. А потом та женщина начала ходить по бабушкам, портить ей кровь. И этой женщине стало плохо. Она начала болеть, стареть раньше времени, дурнеть, полнеть. Казалось бы, если ты увела мужчину, разрушила семью, но человек никак вас не трогает, не мешает, не вмешивается туда, что ты хочешь от этой женщины? А есть такие существа, которым хочется побольнее сделать, унизить, уничтожить. У них комплекс. Она все-таки чувствует себя ущербной. Понимаете, внутренний голос говорит ей, что она все же воровка, которая влезла в чужую семью и забрала отца у детей. Она это понимает, ощущает, чувствует. Ей хочется просто уничтожить, просто стереть в порошок эту женщину, чтобы даже памяти о ней не осталось, чтобы себя не чувствовать на ее фоне второсортной. И тогда я научила ее, как омолодиться за счет новой жены и ее мужа. Почему? Потому что сама напросилась. Я вам скажу, результат замечательный. Та баба начала стареть очень сильно. А эта женщина начала на глазах просто молодеть, похудела, скинула очень большой вес. Очень большой, потому что
там прям набрала достаточно так тяжело. Но скинула не сразу, конечно, в течение года почти. И совершенно поменялась. А муж ее, который, собственно говоря, знаете, если мужчина одну женщину бросил, предал, ушел, почему вам кажется, что вас не бросит и не предаст? Или вы думаете, что вы настолько уникальная личность, что вот с вами-то точно так не поступят? Ну, смешно. Отказался от одного ребенка, откажется и от твоего ребенка. Это дело привычки, знаете. Человек, который не любит одного своего ребенка, он не способен любить никого из своих детей. Человек, который предает женщину, которая отдала ему свою жизнь, свою молодость, лучшие годы, помогала подняться, он предаст любую женщину. Какая ему разница? Никакой. И, собственно, муж ушел от той бабы, хотел вернуться обратно. Естественно, я сказала, даже не вздумай принимать назад это существо. Ну, хорошо, что она разумная женщина и не стала этого делать. Так вот, друзья мои, есть такие крадники, но такие крадники нужно проводить только тогда, когда человек просто заслуживает этого, когда не дает тебе жизни, и вот действительно заслуживает. И я еще пока не готова подарить, может, когда-нибудь подарю. Пока не готова, и я объясню почему. Потому что каждый человек для себя, он адвокат, знаете ли. Каждому человеку кажется, что он невиновен, и что он имеет право взять и забрать чужую красоту и молодость под любым предлогом. А иногда этот предлог придумывается. Иногда человек сам верит в то, что он прав. Хотя это далеко не так. Вот по этой причине я пока не готова именно такое забирание молодости вам дарить. Но я вам подарю другой ритуал. Таких ритуалов много. У разных народов свои секреты. Но, естественно, у ведьм тоже. Поэтому не просто так женщины, которые не старели, их обвиняли в колдовстве, подозревали в колдовстве. Ну, я вам скажу, где-то они были правы. Без магии тут точно не обошлось. Сохранять молодость надолго, это нужно очень сильно постараться. Знаете как, все же не возводите в культ вашу красоту и внешность. Следите, любите себя, но не нужно поклоняться. Иначе вы будете сходить с ума из-за каждого прыща, из-за каждой морщинки. Это будет уже такое душевное помешательство, потому что люди, которые слишком зациклены на этом, они сходят с ума просто. Но мы все стареем, и со временем наша внешность меняется, никуда от этого не денешься. Кто-то красиво стареет, кто-то не очень. В любом случае надо к этому относиться спокойно. Можешь сохранить свою молодость? Замечательно. Но превращать себя в мумию тоже не следует. Потому что, знаете, 80-летняя бабушка, когда мажет красную помаду, это не значит, что она красивой стала. Это значит, что она просто, ну, как бы сказать, выглядит не очень естественно. Так вот, ведьмы знают огромное количество тайн и огромное количество возможностей сохранить молодость, заговаривать на воду, заговаривать на ветер, скидывать свои болезни и, скажем так, старость и прочее на животных. Такое существует в основном на рептилии. Вы знаете, я сейчас не буду говорить, как сапожник без сапог, устаешь, и до тебя всегда нет времени. Ну, нам эту молодость дарят и так, без всяких там родников и все прочее. Нам это дарится. Иногда мы выглядим очень уставшие, замученные, просто как старушки, а через некоторое время просто вот обновляется внутри что-то, вот прям вот энергия прет, и мы выглядим как молодые девушки по-разному. Ведьму невозможно застать в одинаковом состоянии, она всегда разная. Потому что через нее идут сущности в этот мир, и смотря какая сущность внутри нее в этот момент, так она и выглядит на самом деле. Но вот
Я к тому, что, зная столько секретов и тайн, редко для себя что-то делаю, на самом деле, не до себя вечно, вот мне не хватает времени и все прочее. Но даже невзирая на то, что нет времени, но показывая вам, снимая видеоролик, то есть обучая вас, как сделать тот или иной ритуал, и в этих случаях мне помогает. Вот эти скидывания болезней всяких, не скажу, что это были болезни, но они меня мучили, то есть вот из-за усталости, из-за того, что я мало двигаюсь, много сижу, работаю, пишу и так далее. У меня была определенная проблема, которая, время от времени давала о себе знать. Не буду говорить, какая. Вы знаете, тьфу-тьфу-тьфу, постучу. Вот после этих всех работ с жабами она исчезла, я о ней забыла. Потом вспомнила, что она же у меня была, а где она? Она исчезла. Ну, потому что даже в том случае, когда я вам говорю, даже в этом случае это срабатывает. Это очень сильные слова. Перед вами Венера, рождение Венеры. Сандро Боттичелли написал эту картину, а потом сделали скульптуру. Многие считают, что позируют, значит, для этой картины Симонетта Веспуччи. Она была любовницей Джулиано Медичи, и как бы ее считали первой красавицей. Очень красивая была женщина, во многих картинах ее там писали и все прочее. Но есть еще одна версия, что лицо ее, а фигура совершенно другой женщины, которую звали Диана де Мансаро. И она была шпионкой Екатерины Медичи. У нее был огромный штат шпионок, красивых женщин, которые с мужчинами заводили романы, а потом рассказывали ей там все их слабости и все прочее. Может, кто-нибудь смотрел фильм «Графиня де Мансаро»? Вот это про нее. И она не была совершенно ангельской и святой женщиной, я вам скажу. И тот же самый граф де Бюсси не был таким благородным и достойным мужчиной. Но, однако же, если напишут всю правду, никто не будет смотреть фильм, правда? Фильм построен на том, чтобы герои были, скажите мне, благородные, достойные. Вот поэтому и неудивительно, что, собственно говоря, такие романы были написаны Дюма. Представляете, прошло сколько веков, а мы видим, да, красоту этой женщины. Кем бы она ни была, мы можем сегодня лицезреть. Ее уже давно нет, и наверняка и могилу никто не знает, где найти. Но какая была красавица. Так вот, если помните «Секрет молодости Дианы» и другие работы, которые помогают нам и помогали вам скинуть с себя болезни, недуги, трудности. Друзья мои, когда мне говорят, а вот лягушка там и так далее. Послушайте, давайте так, не смешите меня, правда. Жизнь лягушки, судьба лягушки и судьба человека, сравнивать, мне кажется, это уже совсем надо быть, не совсем здоровым, правда? Согласитесь, на всю голову. Лягушка и твоя жизнь. Разве можно поставить знак равенства? Нет. Лягушка не обладает той высокой духовностью, и у нее нету тех планов, да, и лягушка не может оставить после себя там память в истории и все прочее. Лягушка все-таки это просто живое существо, у которого есть свой срок жизни, собственно говоря, и ты же не убиваешь эту лягушку. Нет, просто начитываешь и отпускаешь. И что случится с этой лягушкой, я вам говорить не буду. Хотя нет, буду. Ее скоро не станет. Как правило, отдаешь эту свою старость лягушке, и она проживает недолго, поскольку у них же все-таки биологические часы не как у человека, они быстро стареют, уходят, у них маленький срок жизни. Поэтому, если ты скидываешь на лягушку свою старость, следовательно, она стареет быстро, и она может уйти за несколько недель или за месяц. Теперь,
твоя старость отдается ей. Она носит в себе твою старость. Как это происходит, что? Я об этом много объясняла, у меня огромное количество лекций. Например, есть лекция «Ключ, замок, язык». Откройте, посмотрите. Или «Тайна магии» есть, «Тайна заговора» и очень многое. То есть я там объясняю, как составлять заговоры и почему они работают. Почему они так составлены, что вроде бы не понимаешь, как это может быть, но они работают. Потому что магия – это древнее искусство, древнее ремесло, древняя наука. И до конца вам объяснить невозможно. Но вот это так, и этим все сказано. Так вот, носит она в себе вашу старость, а потом она где-то умирает, и окончательно это заканчивается. Вы молодеете. Я вам скажу, вот всем, кому я давала этот ритуал, потому что многие мои ритуалы сначала испробованы. Даже если я их как-то переделываю, усиливаю, добавляю что-то, неважно. В любом случае, это испробованные ритуалы, большинство из них. А остальные, которые приходят спонтанно, и я их составляю, делаю, они тоже на основе уже испробованных методов созданы ритуалы. Поэтому в любом случае они будут работать. Теперь она умирает, и вы чувствуете прилив бодрости, сил. Это омоложение будет происходить в течение нескольких месяцев, постепенно. Сначала волосы станут гуще, потом вы заметите, что вы начнете худеть, потом вы заметите, что у вас ногти станут, то есть перестанут быть ломкими, что у вас будет более гладкая кожа. Но, естественно, если вам 60 вы проведете, вы не будете выглядеть как 20-летняя девушка. Но, по крайней мере, 5-6 лет назад вы вернетесь. Смотря какая физиология. Здесь не угадаешь. И если те ритуалы, которые я давала вам на омоложение, предположим, со стихиями и прочее, здесь немножко иное. Здесь вы отдаете живому организму. Здесь срабатывает быстрее. Всегда срабатывает быстрее, когда на кого-то скидывают или с кого-то стягивают. Это запомните. Просто не всегда это можно делать. Вот в чем дело. Но чаще всего, например, ведьмы, если понимали, что болезнь достигла такого состояния, что уже невозможно никак вот просто одними заговорами и свечами справиться, они скидывали на живых существ. Скидывали на кошек, на собак, на жаб. Например, грудную жабу заговаривали, клали на грудь человека, жабу заговаривали, ангину заговаривали. Я видела, как после того, как заговорили, жаба умерла. И я так делала. Меня так обучили этим вот хитростям, которые очень, очень зловеще смотрятся. Жаба умирает, прям квакает и отключается. Но ребенок спасается. Что важнее, жизнь жабы или ребенка? Я думаю, что вы не должны ставить знак равенства, правильно? Но самые сильные работы всегда были и будут. Вот на кого-то скинуть и с кого-то стянуть. Потому что вот живая материя, которая существует, она сразу же берет на себя это или сразу же отдает свое тебе. Вот в чем дело. Итак. И еще один момент. Считается, что есть определенный дух, хранитель нашего времени, который держит в руках часы нашего возраста. И эти часы идут и показывают, то есть они старят нас. И вот надо делать так, чтобы эти часы старости остановились. Если их остановить, то значит, старость остановится. И еще один вспомогательный материал, вспомогательную вещь, аспирин. Не просто же так, когда делают закрутки, помидоры, там, огурцы, кидают туда 2 таблетки аспирина. Аспирин сохраняет внешний вид таким, какой он есть. Беременным женщинам, например, аспирин нельзя пить. Плод может не расти. Он может вот в том же уровне, в котором есть, так и остаться. И, опять же, сапожник без сапог. Одно время я это использовала в студенческие годы. Я чувствовала, что я остановила свое время. Вот вместе с этим ритуалом попробуйте еще аспирин. Вот уже как бы в старшем возрасте он будет
тяжело работать. Если бы по молодости начать, да. Я просто знаю женщин, которые в день пили 2 таблетки аспирина всю жизнь, и они здорово сохранили себя. Но и сейчас начать не поздно. Однако скинуть старость сразу получится только через ритуал. Итак, аспирин я это так просто советую вам. Хотите, можете принимать 2 таблетки в день, если есть желание. Оно поможет, во многом поможет. Но, говорю, лучше с юности начать. Сейчас это не такой даст эффект, как раньше. А вот то, что я собираюсь вам подарить, я хотела лягушку сегодня найти, но не получилось. Как назло, холодно, эти сволочи спрятались. Вот в тот день пусть я гоняла их, но как-то я не подумала взять. Да и, знаете ли, не люблю мучить живых существ. Имею в виду, что если поймала, то надо мне в ближайшие час-полтора проводить, иначе я их отпускаю. Итак, вечером берете лягушку или покупаете, или ловите, как хотите. Но желательно, чтобы это была такая массивная большая лягушка или жаба. Вообще не имеет значения, экзотическая жаба, какая она, никакого значения не имеет. Берете эту жабу в левую руку, держите в левой руке и читаете этот заговор. Значит, свечи для освещения можете поставить. Здесь ничего не нужно, просто нужно взять жабу в руки и читать. После заката солнца. Столько раз, сколько вам лет. Вам 40 лет, 40 раз читаете. 30 раз. Начитали на жабу. Когда будете читать, у вас будет такое ощущение, как будто через вашу руку вот как ток проходит на эту жабу. Она даже начнет нервничать, квакать, потому что все проходит через вас на эту жабу. Нужно держать жабу, не отпускайте. Но если вам помощь второй руки понадобится, чтобы успокоить, вы можете еще раз приспособить, держать. Но держать нужно каждый раз, читая, нужно держать только в левой руке. Левая рука – это прямая связь с сердцем. И на левой стороне находится больше всего капилляров, вен и так далее, потому что сердце. И эта сторона, она идет прямо вот прямиком, то есть ваше подсознание, в душу. Вы оттуда вытаскиваете из подсознания этот страх старости. Вы передаете, знаете, у каждой сфере человеческой деятельности есть некий дух-покровитель, есть некая сущность, которая этим руководит. Вот есть, например, духи болезни, да, их изгоняют, и человек выздоравливает. Есть дух страха, который изгоняют, и человек перестает бояться. Есть дух нищеты, выгоняют, и человек начинает богатеть. Я вам уже об этом говорил. Персонализация каждой силы. И есть дух старости. Считает, что это вот такая старушка сгорбленная, которая идет и стучится во все двери только каждому человеку в свое время. И, значит, взяли в левую руку, прочитали столько раз, сколько вам лет, после чего тут же выходите, выпускаете эту лягушку, следом этой лягушки кидаете столько монет, сколько вам лет. Вот выкинули вот так эту лягушку, она начала скакать. Вы, значит, вслед кинули эти монеты и говорите: бери, старое, купи себе дом и больше ко мне не ходи. То есть вы обеспечили старость каким-то жильем, чтобы она к вам не ходила жить. Она жила у себя где-то там. И как только лягушка умрет, вы это почувствуете. Через несколько дней, через 2 недели, неважно. Вот насколько хватит, какая погода. Если это зимой, конечно, она умрет быстрее. Не надо ее убивать специально. Ничего не надо делать так, чтобы она вот в таком месте выкинуть, чтобы быстрее померла. Нет. Надо, чтобы все шло естественным образом. Тогда и сработает. Как только лягушки не станет, вы почувствуете это. Вам вот просто резко станет холодно. Как будто вы на секунду станете рептилией, хладнокровной. Вам станет холодно. А потом сразу вот по всему телу пойдет ток.
и может из носа пойти кровь. Это обновление крови идет внутри вас. Если у вас не будет таких симптомов, не надо бояться, она вечно жить не будет. Просто есть люди, которые это почувствуют сильнее, есть, которые слегка, может, головокружение быть, может, тошнота и все прочее. Процесс будет идти с того момента, как вы прочитали на лягушку, скинули эту старость. Но когда ее не станет, этот процесс ускорится. С этой лягушкой манипуляции можно делать каждый месяц. Вот каждый месяц до того, пока вы не почувствуете, что вы начинаете меняться. Друзья мои, но магия – это работа, это труд. Просто так результаты не бывают. Особенно, когда вы реально хотите вернуть себя вот в молодость более-менее, да, насколько это возможно для вашего возраста. Это труд. По-другому, никак не бывает. Если вы хотите открыть денежные дороги, надо делать некоторое время денежные ритуалы или изгнать бедность. Потом постепенно это открывается. Если хотите убрать эту старость, то вы должны, может быть, вот целый год взяться за это и начать работать в этом направлении. Брать лягушку, покупать. Есть сейчас вот много этих магазинов, где их продают. Там корм для питонов, все прочее. Вы берете, никого вообще это не касается. По одной штуке, не надо дома разводить их. По одной берете, заказывают сейчас экзотических лягушек, там каких угодно. Берете, вот хотите омолодить себя, займитесь этим плотно, делайте это. Делайте это каждый месяц. Раз в месяц делайте, выпускайте этих лягушек. И посмотрите, как у вас будет идти это омоложение. Вы потом через год очень сильно удивитесь вот своим переменам. Даже специально возьмите, сфотографируйте себя вот ради интереса. И, может быть, даже потом отправите через месяца 2-3. Да, и мы сравним. Сфотографируйте себя перед тем, как начнете проводить этот ритуал. И сохраните эту фотографию. Как, например, люди до и после, да, фоткают себя, как они скидывают вес, они молодеют и так далее. Вот сфотографируйте себя и сохраните. А потом, после того, как вы почувствовали эти перемены, опять сфотографируйте и сравните. Нужно всегда зрительно иметь перед глазами. Даже свои перемены в жизни надо записывать, потому что наше зрительное восприятие, оно сильнее. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем 1000 раз услышать. То же самое, да? Увидеть свои результаты самим. В древние времена не было пластической хирургии. Да, были какие-то свои ухищрения, там всякое там делалось, всякие процедуры, купались в молоке ослиц и так далее. Ну, это так, знаете, так, для утешения души. А на самом деле те люди, которые действительно сохраняли молодость, многие королевы, многие императрицы, они действительно пользовались магией. У них были там помощницы, например, обладающие силой, которые им подсказывали, ну, как правило. И они сохраняли свою молодость и красоту очень долго. До глубокой старости иногда. И чем вызывали, собственно говоря, и недоумение, и слухи. И всегда говорили, она ведьма. Почему? Не задумывались над этим? Почему женщина, которая до глубокой старости сохраняет красоту, к ней относятся как-то так с опаской? Может, где-то и правы они, потому что, ну, все же мы понимаем, что естественный процесс старения, он совсем другой, да? И когда человек 60 лет выглядит как 30-летняя женщина, конечно, это вызывает... Но сейчас уже не вызывает, сейчас мы знаем, что есть тысячи различных вариантов и возможностей эту молодость продлить. Но тогда действительно вызывали. Итак, взяли эту жабу, прям хорошую, здоровую, жирную жабу. Маленькая лягушка не годится. И занялись своим омоложением прям плотно, некоторое время. Держите в левой руке и читайте столько раз, сколько вам лет. Прочитали, не отпуская от рук эту жабу, поэтому заранее подготовьте эту мелочь, там положите себе в карман, как хотите. Выходите, спускаетесь, даже если вы в квартире живете, спускаетесь, можете одной рукой закрыть двери, спускайтесь, значит, выходите чуть подальше от дома, выкидывайте эту жабу, так кидайте в кусты. Она как ускакала, кидайте эту мелочь следом,
с определенными словами. Я вам могу посоветовать тем, которые в квартирах, им неудобно это делать. В те дни, когда вы хотите этот ритуал провести, наверняка у вас, может быть, есть дача, может быть, у вас есть знакомые, у которых можно, которые нормально относятся ко всему этому и помогут, да, может быть, и сами с вами проведут для себя в том числе. И мой вам совет. Всем подряд об этом не трезвоньте. Пока у вас не будет результата, пока вы не увидите, всем подряд об этом не говорите. И если вы хотите сказать кому-либо, рекомендовать, например, вот возьмите, сделайте этот ритуал. На вопрос, а ты делала? Скажите, этого говорить нельзя. Просто нельзя говорить. Помните, фильм был такой, не помню, как называется, когда женщины нашли какой-то эликсир молодости и друг другу не говорили, и вот оно что. И теперь я понимаю, а то мне тут чешешь тренажерный зал, массажи, плавание. Понимаете? Особо не распространяйтесь. И не говорите тем людям, которые завистливы. Если вы специально хотите их уколоть, мол, вот, я знаю, такое можно делать, и помолодеть, не надо. Не потеряет это силу, но не стоит. Это не стоит, потому что это сразу вызывает недоумение, зависть. И вы прекрасно знаете, как зависть может поганить человеку другому жизнь. Так, начнем. Итак, читаем над жабой. Живет в безлюдной да в бесплодной земле, да на бесплодной земле, извиняюсь, старуха седая, сморщенная да сгорбленная, имя ей старость. Ко всем свой срок в двери стучится. Старая, я тебя сегодня изгоняю и буду гнать доколе, пока совсем не уйдешь. Жабье племя, слушай меня. У тебя холодная кровь, у меня горячая кровь. Не быть нам вместе, не жить нам вместе. Я, имя ваше, свою старость да седину на твою шкуру жабью кладу. Тебе, жаба, отныне стареть, а мне, имя, отныне молодеть. Ты пока жить будешь, мою старость в себе носить будешь, а как издохнешь, старость моя иссохнет. Сила древней магии придет в движение, и сказанное свершится. Заклинаю светом и тьмой, небом и землей, огнем и водой, печатью планет и силой богов, и знанием демонического древа. Пусть тот стражник, что часы моего старения хранит, остановит их, и часы те в море кинет. Те часы сейчас же встали, и седины, извиняюсь, мои пропали, и морщины мои сгладились, и спина выпрямилась, и старость сгинула. Старость сегодня меня покинула. Жабе стареть, а мне молодеть. Губы, зубы, ключ, замок. Заклято. А что следом говорить, я уже вначале объяснила. Еще раз читаю. Живет в безлюдной да на бесплодной земле старуха седая, сморщенная да сгорбленная. Имя ей старость. Ко всем свой срок в двери стучится. Старая, я тебя сегодня изгоняю. И буду гнать доколе, пока совсем не уйдешь. Жабье племя, слушай меня. У тебя холодная кровь, у меня горячая кровь. Не быть нам вместе, не жить нам вместе. Я, имя ваше, свою старость да седину на твою шкуру жабью кладу. Тебе, жаба, отныне стареть, а мне, имя ваше, отныне молодеть. Ты пока жить будешь, мою старость в себе носить будешь, а как издохнешь, старость моя иссохнет. Сила древней магии придет в движение, и сказанное свершится. Заклинаю светом и тьмой, небом и землей, огнем и водой, печатью планет и силой богов, и знанием демонического древа. Пусть тот стражник, что часы моего старения хранит, остановит их, и часы те в море кинет. Те часы сейчас же встали, и седины мои пропали, и морщины мои сгладились, и спина выпрямилась, и старость сгинула. Старость сегодня меня покинула. Жабе стареть, а мне молодеть. Губы, зубы, ключ, замок. Заклято. Прочитали столько раз, сколько вам лет, повторяюсь. Нужно делать это на закате. Ну, когда уже темно. Ночью можете провести. Тут же с этой жабой выходите,
Можете домочадцев предупредить, чтобы они знали, что вы что-то будете начитывать на жабу. Они не должны присутствовать и слышать. И желательно, чтобы в комнате никого не было. Потому что это дух старости вы скидываете на жабу, а не на свою кошку, собаку, еще на кого-нибудь. Идите в ванной читайте, закройтесь. Но чтобы никого, кроме вас, не было. Так, перед зеркалом читать нельзя. Значит, вынесли эту жабу, тут же не отпуская с рук. Выкинули в кусты, кинули следом правой рукой можно, без разницы, мелочь, столько, сколько вам лет, и говорите: купи себе дом. Извиняюсь. Бери старое, купи себе дом, и больше ко мне не ходи. Свершилось, заклято. Отвернулись и ушли. Теперь те люди, которые пишут, что у них в стране нет монет, нету таких денег монетных, что делать? Возьмите вот такие вот камни. У камней тоже есть энергия. Расплачивайтесь камнями. Купите камни столько, сколько вам лет. Ну, чуть помельче, конечно. Это слишком уже большие. Камнями расплачивайтесь. Чтобы сразу было понятно. Раз и навсегда. Нету мелочи, расплачивайтесь камнями. То же самое киньте вслед и говорите то, что я вам сказала. Но желательно, конечно, монеты. Если есть возможность, приобретайте монеты другой страны, но чтобы это были монеты. Все, друзья мои, всем удачи и всех благ.